приветствую на своем канале. Сегодня будем вязать модный аксессуар. Это митинги. Вот у меня уже одна пара есть. Хочу связать еще светлые. Вот так они смотрятся. Вот эти я вязала из Alize Superlana Maxi. Ушло, в принципе, даже меньше одного моточка. Вот, но они у меня такие коротенькие получились. Так, сейчас у меня есть вот такая пряжа. Это у нас Yarn Art Milano. Вот это у меня остаточки. Будем вязать в 2 нити. Для работы еще понадобится крючок номер 4 у меня. Набираем цепочку из необходимого числа воздушных петель. Так, в моем случае это 28 воздушных петель плюс 1 петелька подъема. 28, 1 петля подъема. Так, английская резинка крючком, она вяжется полустолбиками с накидом. Так, делаем накид, пропускаем через петельку, 3 петли на крючке, третью пропускаем через 2 предыдущие. Вяжем таким образом до конца ряда. Провязываем последнюю петельку в первом ряду. Делаем петлю подъема. Разворачиваем наше вязание. Так, у нас получается, смотрите, вот здесь косичка. Вот 1 полупетля. Перевернуть так, вот целая косичка. Английская резинка крючком вяжется за заднюю полупетлю. Во вторую сразу. Петлю подъема не считаем. Накид. Вот так. В принципе, как вязать английскую резинку крючком, есть видеоурок у меня на канале. Так, таким образом вяжем до конца ряда. Что делать с последней петелькой, я покажу. Довязали до последней петли. Последнюю петельку мы провязываем не за заднюю полупетлю, а полностью 2 петельки. Вот, ныряем сюда. То есть здесь у нас 2 петельки получается. Протянули. Так, и воздушная петля. Петля подъема. Переворачиваем наше вязание. И дальше продолжаем вязать все остальные ряды аналогично. То есть узор вяжется поперек. Вяжем до необходимой нам длины. То есть смотрите, тут все связано поперек. Меряем на ручку, как нам будет удобно. Померили, тогда будем сшивать и покажу, как вывязывать такой пальчик. Тоже английской резинкой. Так, связали мы необходимое нам полотно. Так, в ширину оно у нас получилось, ну, в моем случае, ваша может быть другая ширина. В моем это где-то получается около 19 сантиметров. 19 сантиметров. В длину митинги у меня будут, сколько это? 16 сантиметров. Итак, смотрите, ряд заканчиваем с той же стороны, где мы начинали вязание. Сейчас объясню зачем. Чтобы при сшивании, ну, то есть вот этот рядочек, хвостик в той же стороне, где мы начинали. Чтобы при сшивании, видите, я здесь уже соединила эту детальку, мы потом будем вывязывать пальчик, и чтобы с одной стороны пальчика и с другой стороны пальчика была красивая косичка. Так. Теперь, смотрите, складываем между собой. Здесь, в принципе, без разницы. Вот это считается лицевой сторона. Ну, они одинаковые. Я складываю вот так. Складываем и будем сшивать с соединительными рядочками, соединительными столбиками. Так, здесь мы будем сшивать вот за эту заднюю полупетельку, чтобы внутри у нас оставалась целая косичка. А здесь мы будем
сшивать, вот у нас тут явно видны эти дырочки, потому что я уже пробовала соединять. Вот, смотрите. Вот сюда вот. Так. Выводим ниточку в эту сторону. И пошли соединительными рядочками. Так, вводим сюда крючок. И вот сюда за заднюю петельку. Раз. Потом опять снова сюда за заднюю. 2. Соединительная петля. 3. 4. Вытягиваем ниточку. 4. Потом 5. 6. 7. Соединительную петельку еще раз покажу. Здесь вот, смотрите, в это отверстие. А здесь за заднюю полупетлю. Вытянули. Соединительная петля 8. И еще раз 9. У нас будет так 9 петелек. То есть я себе столько оставляю до начала вывязывания пальчика. Вот здесь у меня, смотрите, то есть мне этого достаточно. Вы можете померить, ну, сколько вам необходимо. То есть у меня они вот такой вот длины, меня это устраивает. И 7 петелек я оставляю на пальчик. И остальное все, остальное тоже будем соединительными петельками крепить. То есть все, у меня 9 петелек. Теперь 7 петелек, которые я буду оставлять на пальчик, делаем соединительными. Ну, просто обходим по одному краю соединительной петлей. Соединительным столбиком. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот это я оставила на пальчик. Также отсчитываем и с другой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в 8. Так, вставляем крючок сюда в 8. В 8. Здесь где у нас 8? Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот 8 петелька. Соединительной петелькой, соединительными столбиками. И оставшиеся закрываем. Так, не забываем, что мы за заднюю полупетлю. Для чего? Потому что сейчас я вытяну, я покажу. Мы переворачиваем на лицевую сторону наше изделие, чтобы у нас, смотрите, вот, ну, как будто и не видно никакого сшивания. То есть здесь косичка, и между ними мы будем провязывать пальчик. Идеально. Конечно, можно соединять и иголочкой, там, бесшовным соединением, но мне так проще. Я считаю, что совсем не видно, это никому не мешает. Так, соединяем дальше. Так, соединяем дальше до конца сами, прячем хвостики. Дальше увидимся. Так, смотрите, соединили 2 детали, хвостики спрятали. Смотрите, какая косичка с одной, с другой стороны. Здесь мы вывяжем пальчик таким образом, ну вот, чтобы он идеально лежал между косичками. Вторую деталь точно так же делайте, то есть вначале соедините, ну вот как у меня, например, 9 этих петелек, 7 я оставляю на пальчик и все остальное потом.
Только смотрите, чтобы у вас одна и вторая деталька, ну, чтобы было красиво, чтобы косички шли в одном направлении. Вот здесь у меня отверстие на пальчик, здесь отверстие на пальчик. Чтобы они были как бы в зеркальном отображении одинаковы. Так, и сейчас покажу, как вывязывается пальчик. Так, это у нас на правую руку. Так, где у меня хвостик? Так, начинаем. Вот отсюда на правую руку, то есть сначала с коротких рядов. Смотрите, начинаю оттуда, где было последнее соединение. То есть вот тут эта петелька уже была захвачена соединением. Ввожу сюда крючок, вытягиваю ниточку и провязываю 3 воздушные петли. 3 воздушные и 1 петля подъема у нас будет. Так, 1. Хвостик этот потом спрячется. 2, 3. Вот это петля подъема. Накид. И здесь теми же тоже английской резинкой вяжем. 1, 2, 3. 3 петли провязали. Дальше идем соединительным рядочком. Вот по этой кайме здесь мы будем брать опять же за заднюю полупетлю, чтобы вокруг пальчика у нас красиво лежала полосочка, это колосочек наш. Так, вот здесь соединительной петелькой. Раз, это как бы мы завершили вот этот рядок. И соединительной петелькой начало другого рядочка. Разворачиваем наше вязание. Теперь вверх мы уже будем идти 4 петельки у нас будет той же английской резинкой. Делаем накид. Так, 1 петельку пропускаем и за перемычки за заднюю полупетлю 1, 2, 3 и 4, вот как я и всегда вяжу английскую резинку, не за заднюю полупетлю, а полностью за всю петельку. Вот так вот. Так, воздушная петля подъема. Так, разворачиваем вязание, опять идем назад. Назад, так же как и вперед, у нас тоже будет 4 петельки мы провязываем накид. Первую пропускаем петлю подъема и за заднюю полупетлю провязываем 1, 2, 3, 4. Так, соединительными столбиками в 1 петлю завершаем этот ряд. Вот здесь был предыдущий, вот завершаем этот соединительным. И соединительным начинаем следующий. 2, разворачиваем вязание. Теперь уже у нас будет 5 петель, которые мы провязываем. Первую, как всегда, мы пропускаем, накид, за заднюю полупетлю 1, 2, 3. Здесь какая-то петля некрасивая получилась. Так, 3, 4 и 5 провязываем сверху 2. Сразу не только за заднюю, а полностью всю петельку, чтобы у нас формировался красивый край. Какая-то у меня она очень тугая получилась. Вот так провязали, петля подъема, разворачиваем вязание, назад тоже идем 5. Первую петлю пропускаем, как обычно, петлю подъема 1, 2, 3, 4, 5. Соединительным столбиком присоединяем к нашей основе.
Раз. И соединительным столбиком начинаем новый рядок. Соединительный столбик. Так, теперь у нас их будет уже было 5, сейчас будет 6. Одну пропускаем, как всегда, идем вперед. Теперь 6 петелек надо провязать. 2, 3, 4, 5, 6. Петелька подъема, разворачиваем вязание, снова вяжем 6. Накид. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, соединительной петелькой. Так, это у нас последняя петелька с этой стороны. Соединительной петелькой. Так, соединили. Так, второй соединительный столбик. Вот 6 мы связали, соединительным скрепили. Этот ряд мы закончили. Теперь второй соединительный мы берем за ту петельку, где происходило вот соединение наших двух деталей. Вот видно, что через нее проходит ниточка. Вот. Так, чтобы была красивая косичка, то есть мы вот прям вот здесь вот берем соединительной петлей, скрепили. И опять туда-обратно идем 6 петелек провязываем. То есть здесь у нас было 6 туда-обратно. И сейчас мы тут вот на переходе на вторую сторону опять же провязываем 6. Так, вот сюда. Это какая петля у нас получается? Это получается 2 мы пропускаем. Ну, чтобы получилось 6. Смотрите, считайте, как у вас. Так. Опять провяжем 6 туда-сюда. 2, 3, 4, 5, 6. Петля подъема и назад 6 пройдемся. Одну пропускаем петлю подъема, идем опять 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Следующую сторону мы будем делать убавление. Здесь захватывать вот так вот. Ну, сами понимаете, чтобы косичка была красивая. То есть вот сюда продевать наш крючок. Вот тут. Так. Смотрите, вытягиваем эту петельку побольше. И крючок внутрь. Протянули эту петлю с одной стороны. Протягиваем ее. Протянули. Вытянули через следующую. Вводим следующую. Вытянули через следующую. Подтянули ниточку. Так, делаем накид. И теперь мы одну петельку пропускаем, вяжем 5. Раз. 2. 3. 4. 5. Петля подъема. Разворачиваем вязание. Назад тоже вяжем 5. Раз. 2. 3. 4. 5. Вытягиваем эту петельку. Вытягиваем ее побольше. Так. Теперь вот сюда крючок. Следующее отверстие. Вытягиваем.
красиво, чтобы не возле косички отверстие. Вытягиваем. Так, следующее отверстие. Протягиваем обратно эту ниточку. Вот так. Подтягиваем. Подтянули. Накид. Одну пропускаем. Вяжем 4. Так, раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. За заднюю полую петлю. Три. Так. Последняя плохо провязывается. Последнюю, как всегда, мы вяжем 2. Вот так сделали. Петля накида. И назад тоже 4 идем. Раз. 2. Не очень удобно вязать, но пальчик гармонично смотрится, то есть все наши эти полосочки, резинки в одну сторону смотрят. Так, опять же петельку вытягиваем, продеваем крючок в следующее отверстие перед косичкой, вытянули. Так, можно придержать. И следующее отверстие у нас, мы его обратно провели эту петельку. Вот так. Подтянули. Подтянули. И вяжем 3. Накид. Раз, два, 3 петли. Одну пропускаем. Вяжем 3. Раз. Два. 3. 3 провязали. Все, в принципе. Там у нас 3, здесь 3. Можно соединять 2 детали. Выворачиваем все на изнанку и соединяем красиво соединительными столбиками эти 2 детали. Выворачиваем. Ой, у меня уже нитка со всех сторон. Так, вот наша петелька. Продеваем сюда, в крайнее отверстие. Так, чтобы опять же получилось, здесь косичка у нас будет получаться, да? Да, здесь получается косичка, то есть мы здесь соединяем опять же за задние полупетельки. А здесь вот так вот протягиваем вот эти верхние 2 петли. Так, накид. Петлю подъема не делали. Так, здесь скрепили петлей. Дальше сюда за заднюю полупетлю протянули, соединительная петля. Через 2 за заднюю полупетлю соединительная полупетля. Эти хвостики потом спрячем. Здесь протянули и за заднюю полупетлю соединительная петля. Ну и все, хвостик. Так, сделали хвостик, отрезали, стянули. Хвостики потом спрячем. Мы сейчас вывернем на лицевую сторону, чтобы понять, подходит нам, не подходит.
У меня-то все уже рассчитано, у меня-то точно подходит. А вы сначала пробуйте, хвостики не обрезайте. Так, выворачиваем. Так, смотрите, как получается у нас красиво. Так, вот, то есть ровненько здесь косичка и здесь косичка. Красиво вывязанный пальчик. Так, одеваем. Все лежит идеально. Аналогичным образом вяжем и вторую митинку. То есть я вам говорила, вы смотрите, чтобы у вас детали были симметричные. Вот, чтобы эта полосочка шла в одном направлении. Так, то есть здесь уже пальчик вывязывать. Так, здесь мы брали так изделие. Здесь то же самое. Берем так и начинаем здесь 3, 4, 5, 6. Потом опять 6, 5, 4, 3. И соединяем детальки. Если вам полезно было мое видео, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет еще много чего интересного. Всем спасибо!